Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я хочу поделиться с вами хорошей новостью. Я чувствую себя намного лучше, чем было до этого. Как видите, я и по голосу вообще хорош, да и в целом внешне вообще прекрасен, потому что я сегодня еще и побрит. Да ты шо, вообще, короче, песня. В общем, проверил я несколько сборок, которые заранее увидел. Я проверял псиоников, потому что я хотел вредоносную матрицу, но я вижу здесь у меня охренительные эмблемы, поэтому что правильно, мы будем играть сегодня через звериный отряд, а это означает, что будет море контента. Сегодня, если что, я играю один, без Марка. Марк, к сожалению, пошел спать, потому что он находится в Австралии. Вот, у нас разные часовые пояса. А также вторая хорошая новость, ребят, это то, что мне очень приятно видеть отклик на мои призывы к лайкам. Огромнейшее вам за это спасибо, ребятки. Огромнейшее спасибо. Так, ну что, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк, подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Вот. Все, что я хотел сейчас сказать. Ну, комментарии, ребят, не забываем реально писать, потому что надо рассуждать побольше, общаться и так далее и тому подобное. Вот, все. Вот теперь на этом точно все. Я очень надеюсь, что мне сейчас выпадет аугментация крошки великаны называется, которая дает мне изначально 20 хп, и я смогу спокойно сесть на звериный отряд. И буду, как рыба в воде, кайфовать по полной программе. Вот. В принципе, все. Что делает звериный отряд? Ну, во-первых, когда мы играем через 3 звериных отряда, то за каждое поражение мы получаем 25 очков. За каждый луз-стрик мы получаем плюс 5 очков за луз-стрик. То есть, один луз-стрик это плюс 5 очков, 2, 3 и так далее. Это, соответственно, плюс 5 за каждый луз-стрик. Так, сейчас я посмотрю, что тут компоненты хочется, но я хочу рискнуть, попробовать. А вдруг что-то пополезнее выпадет? Так, поднятие уровня в одиночку. А у меня на самом деле сильный О, боже, какой же это кайф, ребята. У меня Гвен в 2 звезды, и у меня аугментация поднятия уровня в одиночку. Это нечто. Это просто нечто. Это не передать словами, насколько это сейчас будет жестко. Вы просто представьте, у меня сейчас 2-звездочная Гвен. У меня аугментация на поднятие уровня в одиночку. Куча эмблем, которые на самом деле обалденные. Да ты шо, сейчас я столько опыта подыму. Короче, кто вдруг не знает, как работает эта аугментация, объясняю. У меня становится один герой с повышенными статами. Какие конкретно там статы повышаются, я, если честно, не знаю. Но самое главное то, что статы повышаются очень сильно. Есть вампиризм некий, вот, скорость атаки повышена, урон, хпшка, броня и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. И за каждую убитую вражескую фигуру я получаю по одному опыту, естественно, дополнительно. И на самом деле то, что сейчас происходит, это охренеть как жестко, просто ранее 2-звездочная Гвен. Если бы у меня на самом деле еще предметы немножко другие были, то было бы вообще замечательно. Вот прям 10 из 10 было бы. Не, ну Гвен в 3 звезды я рано не соберу, это уже как бы сейчас слишком сильно замечтался. Ну, мечтать не вредно, как говорится. Вредно не мечтать. Вот, дальше по поводу звериного отряда. За лустрик мы поняли то, что за каждый лустрик мы получаем по плюс 5 единиц к разработке их, можно сказать, техники, предметов, артефактов. Не знаю, как это правильно назвать, но суть, я думаю, вы уловили. И когда мы открываем там сундук на определенное количество очков, а минимум надо открывать сундук на 500-600 очков, и, ну, чем больше, тем, соответственно, лучше, но, соответственно, чтобы играть на зверином отряде, нужно прям чувствовать силу своего стола. Это если я говорю про лустрик. Вот. Надо обязательно чувствовать силу своего стола, чтобы там вдруг чего в моменте не переборщить, не доборщить, и вдруг чего не откиснуть очень быстро. Потому что заиграться можно легко, и откиснуть тем более. Тут же я хочу поиграть на полном зверином отряде, и мне, соответственно, как бы плевать. Будет там у меня лустрик, винстрик, я буду нормально сидеть. Просто хочу собрать полностью ранний звериный отряд. Поэтому я беру быстренько 7 и начинаю ролиться. И буду находить звериный отряд. Почему 7? Потому что 2 фигуры находятся в 3-м тире. И, соответственно, на 7-м уровне у меня самый высокий шанс будет на фигуру 3-го тира. И я очень надеюсь, что они быстро придут. Еще у меня эмблема разрушителей времени. Можно тут, кстати, поиграться будет и докинуть разрушители времени. 4 разрушителя времени, это в целом, кстати, хорошо будет.
Будет очень много скорости атаки. За 3 разрушителя времени я буду получать, если за поражение, то халявный ролл. Если за победу, то я буду энное количество опыта получать. Там в зависимости от стадии. Поэтому это тоже прикольная такая тема, игра через разрушители времени. И вот по поводу звериного отряда. В зверином отряде на самом деле все просто. Там есть керри определенные, есть танки определенные. И вот от них мы, соответственно, будем играть. Тут же я хочу, если честно, сделать немножко себе синергию новую. Не бейте, я не местный. Я не местный. Не бейте. Не бейте. Нет. Нет. Я-то думал, я буду сидеть, кайфовать. А все не так получается. Радужно, как мне хотелось. Не, на самом деле я очень много опыта поднял. Именно по вот этому поднятию уровня в одиночку. Я, кстати, возьму эко, божественное вмешательство. Потому что хпшка, скорее всего, у меня будет убывать. И довольно-таки быстро. Поэтому взял себе эко. До 30 хп я уверен, что у меня 100% опустится хпшка. Ну и, соответственно, посмотрим, что же там будет за особая добыча. Короче, по моему билду, что я хочу? Ну, естественно, 5 звериного отряда. Как бы, ну, тут и понятно, да? Что-то как-то немножко подлагивает, что ли. Кстати, я, наверное, знаете, что сейчас сделаю? Я сделаю стремительное серебро, потому что мне, по сути, еще целых 2 раунда сидеть в одного героя. Поэтому я сделаю стремительное серебро, закидываю эмблему несокрушимых. Эмблема несокрушимых через 10 секунд дает, если что, помимо синергии несокрушимых, она дает броню сопротивления, и через 10 секунд дает 70% скорости атаки. Топчик? Считаю, да. Ну, а стремительное серебро, вот этот предмет, каждую секунду дает 3% скорости атаки, и первые 18 секунд боя вы полностью в иммунитете против контроля. Тоже как бы прикольно. Ну, такой полезный предмет. Не самый лучший, конечно, но полезный. О, смотри, как раскочегарилась. Просто девочка с ножницами подбежала и просто бубенчики хлоп. Голос у меня, если что, ребята, еще полностью не вернулся. Ну, я думаю, вы сами прекрасно все замечаете. Вообще, блин, я хочу пожаловаться немножко. Заболеть летом. За этот год это уже 3-й раз. Я не знаю, из-за чего так. Серьезно, не знаю. Ой. Но, знаете, радует то, что я хотя бы с голосом. Фу-фу-фу. А то в прошлые разы у меня голос вообще полностью пропадал. Я вообще не мог нормально, адекватно разговаривать. Но тут, благо, пронесло чуть-чуть. Так, ну я выхожу в монетки. Надо держать хорошую экономику. Надо выйти в 50 монет. И дальше я надеюсь, что будет хорошая аугментация. Вот это вот все, что я сейчас хочу. Все то, что я хочу сейчас надеть. Что такое? На данный момент это все, на что я хочу надеяться. Вот. Вот так. Не знаю, почему так заговариваться начал в моменте. Просто в моменте такая пробуксовочка риска. В общем, у звериного отряда есть 3 керри. Джинкс, Аврора и Фиора. Вот. 3 керри. Ну, ладно, есть 4-й керри. Это вот Брайер, она стоит у меня на доске. Но это так себе, если честно, как керри. Да, вначале можно еще, конечно, играть на этой Брайер. Ну, там, как-то стараться через нее поиграть, в принципе, будет более-менее нормально. Я, кстати, если что, сейчас физу купил, потому что хочу поставить себе 3 головорезов. Джинкс. Охренеть, мне Джинкс идет. Ну, я только за то, что мне так Джинкс идет. Честное слово. Это обалденно. Это шикарно. Так вот. По предметам сейчас спешить не буду. Эмблему. Ну, физа пока что закину. Пусть будет звериный отряд. Ну, чтобы уже хоть как-то стакалось. Потихонечку. Кстати, да, если что, то когда герои звериного отряда добивают вражеского героя, то, соответственно, тоже получаем мы какое-то количество очков в сундучок наш. Вот. Предметы, ну... Откровенно честно, предметы ни к силу, ни к городу. Так себе предметы. Ну, головорезы, конечно, 3 штуки это норм, но ну и в баню этих головорезов. Я вот так вот сейчас сделаю по-красивому. Поджог по-любому себе беру, это надо. Так что это у нас, ну это хрень полнейшая, но нам не надо.
Может, для какого-то героя и подходит испытание Стирака, но я как-то не люблю это испытание Стирака, поэтому я лучше так сделаю. Так, эмблема разрушителя времени докинул. Сейчас за выигрыш я буду получать опыт. У меня будет появляться такое ядро. Оно будет на скамейке. И, соответственно, за поражение я буду получать халявный роллер. Кайф? Кайф. По предметам, ну, честно, я предметы собирал. Ну, благо хотя бы, что такие предметы. Эти предметы я собрал. И в целом я сделал себе отличный старт. Вот за это я как бы благодарен. То, что у меня хотя бы такой отличный старт. Могло быть намного-намного хуже. Вот. Сейчас я не буду стакать этот сундучок. Он там будет стакаться. Там на сколько-то очков буду смотреть от своего хп. На столько-то очков я его, соответственно, открою там. Ну, в зависимости от ситуации. Если у меня будет слишком мало хп, то я, соответственно, открываю этот сундучок. И достаю то, что оттуда можно. Доставать можно только тогда, когда вам предоставляется выбор. Ну, возможно, можно как-то раньше, конечно, но я, если честно, этого не замечал как-то. Если кто-то знает, то, соответственно, пишите в комменты на этот счет. Можно ли как-то открыть этот сундук раньше времени? То есть, имея в виду, вот у меня там не хватает 20 очков, да? И он, ну, у меня и хп нету, чтобы эти 20 очков добить. Так вот, можно ли как-то открыть этот сундучок? Или нельзя? Я думаю, что нельзя, потому что я, в принципе, не находил никакой кнопки. Так, Гвен я продал. Да, я понимаю, что я сильного себе керри продал, но... Пусть будет так. Пусть будет так. В Джинкс на самом деле нужны, ну, немного другие предметы. Ей нужен клинок смерти, клинок Гинсу и копье Седзвина. Это чтобы, когда Джинкс наносила свои тычки, она регенерировала на 5 маны больше. И, соответственно, как можно чаще использовала свою ультимативную способность. Ну, и также, когда она использует свою ультимативную способность, то количество ракет, вылетающих с этой ультимативной способностью, зависит от ее скорости атаки. Не скажу, что у меня сейчас как бы плохие предметы, но это не те предметы. В принципе, красное усиление — это норм предмет, потому что он дает поджог, и его можно оставить. В целом, даже в лейте это хорошо будет. Но хотелось бы там раскол брони какой-то, там лук на первое время. То есть немножко не те предметы хотелось. А еще мне не хватает одного героя. И если честно, я хочу паролить. Вот если честно, хочется его паролить. Тут я, кстати, сейчас буду импровизировать. Я буду докидывать танков, которых я считаю нужным. То есть это, я думаю, Орна собрать. Мне нужен будет по-любому Атрокс и Маукай, потому что я хочу сделать раскол брони плюс хп-реген какой-никакой с помощью синергии новой. Ну и так как у меня эмблема несокрушимых, то, соответственно, хочется докинуть и сокрушимых. Ну и разрушитель времени немного хочется докинуть. Всего хочется докинуть. Ну, посмотрим. Что будет приходить, соответственно, будем докидывать. Ну, кстати, с такой эмблемой, точнее, с такой аугментацией, которую я взял на чистый урон, нормально еще все получается. Вот за вот это вот ядро я говорил, которое, видите, 2 опыта мне дает. На скамейке оно там стоит. Обратите свое внимание. Вот за это я говорил. Так, усиление скорость. Ну, беру. Мне это нравится, на самом деле, аугментация, хотел сказать. Мне, на самом деле, нравится это усиление, которое бог мне предлагает. Поэтому я его беру. Беру, и сейчас это усиление буду закидывать в Джинкс. Соответственно, больше скорости атаки, ну, чаще тычки и тому подобное. Так, Диану продаем, она нам не надо. Усиление закидываем. И вот я хочу сейчас сделать копье Седзвина, но, если честно, я не хочу терять эмблему. Пока что сделаю так. Просто пусть будет. Копье Седзвина — это важно, но у меня 4 разрушителя времени, которые дают скорость атаки. Поэтому я оставляю пока что 4 разрушителя времени. И мне нужна Иллаой. Я очень надеюсь, что она выпадет очень-очень-очень быстро. Потому что собрать ранний зверинин отряд — это нереальный буст. Потому что после каждого боя против игрока я буду получать какую-то ценную награду. И там разнообразные награды. Вы можете получить деньги, предметы, героев, то есть эмблемы. В общем, присаживайтесь, наблюдайте и смотрите, что я буду получать за награды. Надеюсь, у меня, конечно, получится. И не сдохнуть очень быстро получится. Ну, вы поняли. Так. Ну, а предметы уже, ну, какие есть. Отталкиваясь от того, что имею.
Мне бы хотелось, конечно, Фиору одеть в нормальные предметы. Блин, как же мне идет Джинкс, вы на это посмотрите. Илаой! Серьезно? Прости, Пантеон. Нужно с тобой попрощаться. Нужно. 5 звериного отряда, это очень важно. Стадия 3.6, у меня 5 звериного отряда. Просто вдумайтесь на секунду. Все. Я, по сути, могу сейчас ничего не делать. Но я, наверное, хочу паролиться все-таки. Я хочу сейчас разрушитель времени убрать. Поставить синергию новую, то есть Маукая, Атрокса. Получить раскол брони, получить хп-реген от нового. Ну и, соответственно, хочу Орна собрать. Маукая хочу собрать. То есть вот это вот 2 моих танка будут. В лейте я, соответственно, там Кенча докину, Шена докину. Шен хоть и не танк, но Шена хочу докинуть. То есть, ну, вы поняли. Сейчас посмотрим, что мне даст. Звериный отряд за раунд. Давай, давай. Дай что-нибудь ценное, пожалуйста. Давай. Давай, родненький. Ага. Ну, откровенно говоря, я ожидал немножко большего. Ну, как говорится, ну ладно. Что дали, то и дали, в принципе. Окей. Я, если что, не спешу предметы собирать. Мне нужны танковые предметы. Броня не упала, спасибо, понял. Джинкс, боже, как же она мне идет хорошо. Так, Маука есть. Так, эмблема звериного отряда. Куда? В Маукая закину. Так, коготь дракона. Раскол брони мне, конечно, надо, но я надеюсь, что я найду. И облачение духов, вот так. Красиво. А, кстати, я могу сделать драгоценную перчатку. И закинуть в Аврору, в принципе. Почему бы и нет? Как хорошо идет, боже. Честно, я когда целенаправленно пытался записывать реликтов плюс Джинкс, мне так Джинкс вообще не сыпалось. А тут я ролю, и почти каждый ролл мне падает Джинкс. Это кайф. Это реальный кайф. Бог рандома, походу, сегодня на моей стороне. У меня хп, конечно, мало, но надо терпеть. Просто режим терпилы. Сфера лечения. Вот это хорошая аугментация. Сразу герой 4 ранга станет 2-звездочным. Но я возьму вот это, возьму вот это. Эмблема Задира, кстати. Пойдет. Почему бы и нет? Вот так вот делаем. Вот так. Разрушитель времени мы пока в тебя закинем, потому что я тебе вдруг что потом продам. Просто жесть, прикиньте, у меня возможно... Шен? Чего? А что, так можно было? Ого. Ого. Но я на самом деле сейчас предметы, наверное, буду закидывать в Аврору. Мне кажется, она будет попрофитнее намного. Обалдеть, вы просто вдумайтесь, мне Шен выпал. Шанс на легендарную фигуру 1%, и мне падает Шен. Я, кстати, вот эту вот аугментацию, которую взял, сфера лечения, за каждого убитого вражеского героя у меня самый ближайший герой лечится на 500 здоровья. Вот. Такая прикольная, но не имбовая аугментация. Да, я лучше закину эту шапочку в Аврору. Пусть разгоняется быстрее и начинает кастовать свои способности. Предметы не для нее, конечно, но имеем то, что имеем. Опа. Дверь. Да что происходит? Что так жестко-то идет? Все, у меня, по сути, Джинкс в 3 звезды, и я могу спокойно идти в уровень. Все. Кстати, Уорреном в 2 звезды. Маука, наверное, стоит предметы перекинуть в Орна. Раз он 2 звезды у меня.
У меня сейчас самая главная проблема это то, что у меня нету первой линии. Там, кстати, чел Векса нашел уже. Тоже на 7 уровне, кстати. Обалдеть. Я так понимаю, сегодня день легендарных фигур для всех, да? Кстати, еще один раунд проиграю. Я могу открыть сундучок. 2 раунда, скорее всего, для меня будет уже фатально. Ну, посмотрим. Может, и 2 раунда смогу протерпеть. Наковальня предметов. Давай сюда. Давай сюда эту имбулечку. Охренеть. Не, я беру Фиору. Почему я взял Фиору, кто вдруг не знает, то смотрите. За каждую победу над противником... Извиняюсь, у меня просто еще дыхалки не хватает нормально, поэтому у меня, знаете, такой странный разговор идет. Ну, странно, короче, вы поняли. Вы все прекрасно поняли и без меня. Простите, поймете, надеюсь. Так, по поводу Фиоры. Когда я побеждаю своего противника... Блин, я забыл, что он не разрушитель времени. А кому мне разрушителя времени закинуть? Ну, Фиору пока что пойдет, почему нет? Чуть-чуть скорости атаки себе добавлю, что ли. Астероиды кину. Фиора! Ну, ладно, буду клонировать Фиору. Боже, как же мне отлично идут легендарные фигуры. Я в шоке. Это обалдеть просто. Так. Договорить за Фиору. Когда я буду побеждать своего противника, то от нанесенного урона по вражескому тактику 10% я восстанавливаю себе. В виде здоровья своему тактику. Вот такой приятный бонус. То есть просто буду себе камбэкать хпшкой чуть-чуть. Вот видите, 1 хпшку восстановил. Кайф, кайф. Лучше, чем ничего. По крайней мере, я так считаю. Рой ракет! Ай-яй-яй, берем. Сейчас вы такое увидите. Ой-ой-ой, ребята, еще эмблема странника мне накинулась. Короче, смотрите, мы берем это. Берем вот это. И я все-таки красное усиление себе закину. Эмблема странника. Я даже, если честно, без понятия, кому ему закидывать. И я думаю, кстати, мне нужно идти в уровень. Тебе закину. И тебе закину. А тут сделаю решимость титана. В любом случае лучше... Я сейчас предметы не сделаю. На самом деле, у меня предметы лютый кринж. У меня не одетая Фиора. Более-менее одетая Джинкс. Но на самом деле на Джинкс еще более-менее хорошие предметы. На Авроре тоже лютый трэш. Но в целом норм. Теперь по поводу этого Рой ракет. Каждый раз, когда я активирую способность... Там, короче, там написано типа за то, что я трачу ману, у меня вылетает энное количество ракет. Ну, можно сказать, что каждый раз, когда активируют умение, там вылетает энное количество ракет. И это на самом деле топчик. Перчатки вора упали. Вот это вот награда. Ну вот это то, о чем я говорил, ребят. То, что здесь награды, когда ты играешь на зверином отряде, ну, разнообразные. Иногда даже очень специфические, можно так сказать. Я в него эмблему закину. И вот так сделаю. Ну и клятву защитника сделаю уже. Можно в Аврору, кстати, закинуть. Она у меня как раз 2 звезды. Она будет намного плотнее сейчас, чем Маукай. Но в тебя перчатки вора. Все. Кайф. Не, предметы шлак, если честно. Я хотел бы немного другие предметы. Я бы хотел предметы на раскол броню. Ой, броню. На раскол брони. И тому подобное. Но, как говорится, надо довольствоваться тем, что в целом у меня есть. Поэтому довольствоваться просто... Вот смотришь на мои фигуры и на мои предметы, и просто понимаешь, боже, какая здесь же каша творится. И на самом деле это может очень жестко зарешать в лете. То, что у меня такая каша по предметам. Мне нужен каменный доспех Гаргульи. Обязательно. Но тем не менее, кстати, смотрите, как справляюсь. Вот эта вот аугментация, которая сфера лечения 2 уровня, даже неплохо помогает. Чисто по 500 хп восстанавливаю, у меня танки дольше живут, и я кайфую. Ну, в целом... Ну, это не лучшее значение по урону, если что, у этих керри. Ну, кайф. Нормально. О, 2 дубликатора, отлично.
Я сейчас выйду из экономики, я хочу себе сделать жестких танков. Иловой. Орн. Охренеть. Так, ну ладно, используем дубликатор в тебя и все. И ждем. Ждем Иловой. Либо Аврору. Либо того героя ждем. Надеюсь, еще выпадут дубликаторы, и я сделаю себе просто 2 жестких танка. Иловой плюс Орн. Четко. Они на самом деле нормально так впитывают урона. Иловой еще себя и подхиливает, когда заканчивается ее умение. Ого! А кто мне так кусок хп оторвал? Twisted Fate? Ни хрена себе мне там кусок хп оторвало. Нормально так урона, кстати, впитала Иловой все равно. Несмотря ни на что, нормально так урона впитала. Четко. Меня все устраивает. Можно сейчас, в принципе... Шен. Блицран, Грейвс. Спасибо, но не надо. Так, копье Сэдзвина, грань бесконечности. Я возьму зуб на Шора. Сейчас объясню, почему я так сделал. Я вот так вот сделаю. Чтоб просто у меня Аврора намного быстрее кастовала свои способности и тоже наносила урон. Она на самом деле нормально так урона наносит. Я раньше этого героя недооценивал, а потом, когда я нормальные предметы ему собрал, то он нормально так урона наносит. Ну, конечно, Джинкс с строем ракет — это прям топчик. Такой фейерверк устраивает, ай-яй-яй. Ну, кстати, что бы я там не грешил, но посмотрите по топу урона, что там происходит. Джинкс, Фиора, Иловой. Ой, Аврора. Кайф. Еще один зуб на Шора. Это то. Еще и Вот то, о чем я говорил, что звериный отряд — это хоть и рандомная тема, но насколько же это просто кайфово. Поджог. Коготь дракона. Я хочу взять коготь дракона. Что тут у нас? Еще одна броня. Спасибо. 4 несокрушимых. Но это тебе. На самом деле я сейчас хочу выходить в экономику. У меня стол сильный. Из дерьма и палок слепил себе лепешку и кайфую. Это жестко. Кстати, хорошо, что коготь дракона я взял. 1 и 2. Против меня как раз там маг. Четко. Меня все устраивает. Я доволен. Давай, Джинкс. Это жестко. Это очень жестко. Не, вот этот вот предмет Рой Ракет, это, конечно, сильно. Знаете, что я хочу сделать за этот сезон? Я хочу сделать Омни-оружие. Очень хочу попробовать реализовать Омни-оружие. Но чтобы достичь этого Омни-оружия, надо изрядно попотеть. Надо, чтобы обязательно выпала аугментация Крошка Великана называется, это которая дает 20 хп вашему тактику сверху. И очень-очень рано выпал звериный отряд. Вот в первые 3 раунда, чтобы он выпал. И тогда будет это кайф. Тогда можно даже попробовать Омни-оружие достать. Шанс мал, но никогда не равен рулю. Шанс мал, но никогда не равен нулю. Жесть. У меня что-то сегодня с разговором вообще жестко. Со своим языком я вообще не дружу. На самом деле меня жестко спасает то, что пришло лютое усиление. Орн пришел 2 звезды, Шен пришел 2 звезды. Это сильно. Вот везде по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И на самом деле, если бы у меня были еще лучше предметы, чем у меня сейчас, то я думаю, я бы выдавал намного больше результата и намного лучше. Но на самом деле мне грех жаловаться, потому что все в порядке, все замечательно. Все топчик. А сейчас я тупо иду в уровень. Эмблемы падают. Я вот заметил то, что звериный отряд очень часто закидывает эмблему странников. Задира, странники. Я, конечно, весь пул не знаю, что может звериный отряд давать.
Но все равно, как бы, приятный бонус. Можно 6 странников сделать. Не имея 6 странников. Один странник-то есть, ладно. Но все же. Аврора. На. Аврора в 3 звезды. Изи. Даже не вспотел. Что там магия? Маг, физ. Так, ну я магию закину и вот так вот сделаю. Я думаю, я правильно сейчас поступил. Потому что тут магия, там физ. У чувака почти Лебланк, кстати. Лебланк продавать не буду. Сону куплю на всякий случай. А то мало ли. Сейчас Леблан соберет в 3 звезды, и я все, откисаю. Давай, наваливай, Джинкс, давай. Аврора, кстати, он уже в лидеры по урону выходит. Реально, если были бы у меня предметы совершенно иные, вот прям, знаете, которые нужны этим героям, я уверен, что бы они намного лучше значения выдавали. И намного быстрее со своим противником справлялись. Но на самом деле мне реально грех жаловаться, у меня все замечательно. Все топчик. Все лютый топчик. Так, я если что сейчас прочекаю своих врагов. 2 легендарки, кайф. Я если что прочекаю своих противников, потому что вдруг кто-нибудь из них соберет фиолку в 3 звезды. Нельзя этого допустить. Так, легендарки покупаю, их продавать не буду. Я уже говорил об этом, но вдруг кто забыл, то сейчас, когда вы... Вот, допустим, в ТФТ, когда вы собираете какую-то фигуру в 2 звезды, в 3 звезды, а потом ее продаете, вы всего лишь одну монетку теряете. Поэтому считайте, что это такое маленькое ваше вложение, которое требует комиссию в 1 монетку. Но зато вы, когда покупаете вот эти вот фигуры, они пропадают из пула. И тогда намного проще собрать иные фигуры. Ну, кстати, по-моему, это я реально изи вытащил игру. Я в шоке. Джина поставил, потому что он забирает у противника броню и сопротивление на 10%. Ну, снижает. Не забирает, а снижает. Забирает неправильно выражается. Вот так вот. Еще эмблема задиры, давай. Я ж не против. Ну, я как губка буду впитывать все, что ты будешь давать. Да, ну, легендарку в этой игре я не соберу. Ну и ладно. Я и так выжил максимум, можно так сказать. На такой ранней стадии собрать себе звериный отряд и просто сидеть кайфовать. Да. Это круто. Это реально круто получилось. Красиво. Четко. Все. Давай, минус 4 хп ему. Все. Не, крутая игра получилась. Крутая, но и очень-очень быстрая. А ну-ка, сколько? Ай-яй-яй, прикиньте. 8 очков мне не хватило, чтобы достичь изумруда 3-го. Ну ладно, игра реально обалденная получилась. Я, если честно, не ожидал, что получится настолько все просто и легко и быстро реализовать. Я вообще думал, если честно, что меня выкинуть довольно-таки быстро. Но все пошло как по маслу. Да, по предметам, конечно, не супер гуд. Но в целом я результатом доволен. Каким-то невоображаемым хаосом выбил победу. Выгрыз. Красиво. Ну, что думаете вы по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.